Стартуем! Что делаем? Мхи – необычное травянистое растение, образующее отдельный отряд. У них нет корней, цветков, проводящей ткани, однако мхи легко адаптируются к любым, даже самым суровым условиям жизни. Да, тут и не поспоришь. Всем привет! Вы на канале Тест камуфляжа. Вспоминаю те времена, когда занимался страйкболом. Приезжаете в командную игру, выгружаете свои рюкзаки-баулы, снаряжаетесь и идете на всеобщее построение. Стоишь на построении и смотришь, кто в какой камуфляж одет. И получается довольно интересная картина. Примерно 30% одето в мультикам, примерно столько же одето в Atax FG или Мох, а остальные во всем остальном. Поэтому принимаю во внимание, что расцветка Atax FG / Мох остается актуальной и по сей день, она стала темой данного видео. Наблюдая со стороны за эпопеей между UCP и мультикамом, где UCP в итоге был принят на вооружение, а мультикам завоевал гражданский рынок, ребята из компании DCS, Digital Concealment System США, решили, что тоже могут создать камуфляжный рисунок, и не абы какой, а который будут использовать в американской армии и различных силовых структурах. Ребята взяли крутую фото и видеоаппаратуру, хорошие компьютеры со специальными программами и отправились за работу. В итоге в 2009 году компания презентует свою камуфляжную расцветку под названием ATAX AU – Advanced Tactical Concealment System ARID Urban, или продвинутая система тактического скрытия для засушливой и городской местности. За счет своего необычного вида камуфляж привлек к себе много внимания. А вскоре, после положительных отзывов пользователей, пришел запрос на такую же расцветку, но только для лесистой местности. Так, в 2011 году на свет появился камуфляж Atax FG или Foliage Green – листва зелень. Хочу обратить ваше внимание на одну особенность. При просмотре отечественного и иностранного контента на тему тестов камуфляжа Atax FG или обзоров снаряжения в данной расцветке складывается такое ощущение, что за бугром разные производители делают на свой вкус разные варианты этого камуфляжа. И в этом плане они совершенно не отличаются от отечественных производителей, выращивающих различные сорта мха. В связи с этим хочу сказать, что описание камуфляжа, о котором буду говорить выше, может отличаться от того камуфляжного рисунка на форме, что у вас висит в шкафу или валяется грязным на балконе. Камуфляж Atax FG включает в себя целую кучу цветов. Так, это бежево-оливково-древесный. Вот этот? Да. Это просто зеленый. Ну а это древесно-бежево-оливковый. Вот этот? Да. Нет, это тоже зеленый. В смысле? Нет, это зеленый. Еще твоя рука перегораживает не. В общем, по итогу я насчитал примерно 8 оттенков цветов. Это светло-зеленый, темно-зеленый, несколько оттенков темно-серо-коричневого. И остальное это различные непонятные оттенки чего-то оливково-древесного. Рисунок камуфляжа довольно необычный. Получается так, что оттенки цветов как бы накладываются друг на друга. От самого светлого до самого темного, образуя таким образом эффект объема. Идею они, по-видимому, вот отсюда взяли. Эффект объема усиливается выделяющимися областями, немного напоминающими облака, которые располагаются как бы поверх основного рисунка. При этом в камуфляже нет четкой горизонтальной или вертикальной направленности рисунка. К плюсам расцветки можно отнести большое количество оттенков, благодаря которым камуфляж будет работать, наверное, в любом лесу в летний период. При этом, благодаря все тем же оттенкам, к эффективному периоду для данной расцветки можно также отнести и последний месяц весны, и первый месяц осени. К минусам расцветки можно отнести не самые удачные деформирующие свойства камуфляжа за счет отсутствия в нем четких контрастных переходов, а также та же проблема, что и с мультикам. При изнашивании формы и так довольно светлый оттенок камуфляжа становится совсем бледным. Пара слов про работу камуфляжа в городских условиях. Несмотря на то, что теоретически некоторые оттенки цветов камуфляжа совпадают с оттенками цветов камней и бетона, перевес зеленого в камуфляже не дает ему в полной мере работать в подобных локациях. Однако стоит заметить, что выцветшая форма в данном камуфляже покажет себя лучше, чем новая.
Пара слов про работу камуфляжа в окопе. Окоп – это искусственное сооружение, углубление в земле, предназначенное для скрытия личного состава от огня противника, а также для улучшения условий стрельбы. В общем, укрытие в земле. А земля у нас бывает бежевых, коричневых, темно-серо-коричневых и черных оттенков, в зависимости от видов почв и их влажности. На фоне этих цветов Atax FG явно будет хорошо выделяться, за исключением, наверное, тех случаев, когда форма в данной расцветке неплохо так вымазана в грязи. Да, и если говорить уже не об окопе, а о траншее, где стенки укрытия обнесены срубом, ситуация для Атакса сильно лучше не становится, так как сруб имеет оттенки серого и светло-коричневого цвета. Так как, к сожалению, у меня нет своего ПНВ, ибо такая хорошая игрушка стоит недешево, я полез искать информацию в интернет. И вскоре понял, что ее по теме там практически нет. Ну или я хреново искал. Если вдруг вы где-то наткнулись на хороший видос или на статью с фотками на тему тестов камуфляжа Atax FG в ПНВ, присылайте ссылку в комментарии. Из того, что нашел, 2 видео. Одно снято кем-то в СНГ, второе немцами. Судя по первому видео, авторы использовали форму от американской компании Proper. И эта форма в ПНВ выглядела черным пятном. Даже ЭК-подсветка особо не помогла. За исключением, что, наверное, с притыка. Во втором видео использовали форму неизвестного производителя, и результаты теста там отличаются. А именно, без ЭК-подсветки форма также выглядит темной, но не настолько, как в предыдущем видео. С ЭК-подсветкой же форма полностью сливается с задним фоном. Также стоит заметить, что во втором видео явно использовался ПНВ получше. Вывод: разные производители используют разные краски в производстве. А сейчас я наглядно сравню камуфляж Atax FG с 2 аналогами. Перед вами китель от компании 545 Design в оригинальной расцветке. И первый, с кем будем сравнивать, это масхалат Партизан от компании Союз спецоснащения в расцветке мох. Это именно тот масхалат, который я использовал ранее в своих видео. Сам рисунок камуфляжа особо не отличается от оригинала, а вот оттенки цветов отличаются и довольно ощутимо. Различные оливково-древесные оттенки Атакса здесь заменены на серо-древесные, что делает камуфляж гораздо светлее. А зеленые области здесь представлены темно-зеленым цветом, тогда как в оригинале имеются и светлый, и темный оттенок. Это, в свою очередь, делает зеленые области более контрастными относительно фона, тогда как в оригинале, наоборот, зеленые области довольно градиентны с фоном. На первый взгляд, такая цветовая схема кажется более универсальной. Она точно показывает себя лучше оригинала в городских условиях. Но при этом хуже в лесистой местности в летний период. Судя по тестам, в межсезонье данная расцветка показывает себя неплохо, особенно весной. Оригинал же я не тестил, но могу предположить, что будет работать хуже из-за большего количества зеленых оттенков камуфляжа. И второй, с кем будем сравнивать, масхалат Сумрак от компании Барс в расцветке Альха. Альхе быть, Альха топ, пацаны. Альха топ, отвечаю. Мужик, у тебя есть альха? Нет, держи, мужик, альху. И знаете, мне непонятно, почему этот рисунок назвали именно так. Там же сходства никакого нету.
Ольха – это же зеленое дерево из семейства березовых. К мху в данном случае никаких претензий нет, он хотя бы визуально похож, а здесь вообще непонятно. Итак, в данном случае, несмотря на внешнее сходство с предыдущими экземплярами, отличия есть, как и в рисунке, так и в оттенках. Здесь имеется фон, состоящий из двух оттенков бежевого. Поверх фона накладываются большие тускло-зеленые пятна, а уже на них расположены вперемешку пятна зеленого и необычного коричнево-фиолетового цвета. Такой подход делает камуфляж желтоватым, что не позволяет ему быть универсальным. При этом, если присмотреться, то окажется, что цвета камуфляжа достаточно тусклые. Это не лучшим образом влияет на его деформирующие свойства. Данная расцветка явно будет чувствовать себя лучше в южных регионах, на более открытой местности на фоне пожухлой травы. Однако стоит заметить, что в лесу, в местах с редкой зеленью, ольха в целом работает неплохо. По поводу межсезонья пока не могу ничего сказать, так как не тестил. Предположу, что покажет себя неплохо, по крайней мере весной. А сейчас самая спорная часть видео. Как и в прошлый раз скажу, все, что будет озвучено выше, это всего лишь мое предположение по поводу того, насколько хорошо камуфляж работает в той или иной природной зоне. Да, было бы просто замечательно, дабы не быть голословным, взять и поехать куда-нибудь на север или на юг, затестить там ряд комков и показать вам. Но, к сожалению, в данный момент у меня нет такой возможности. Для оценки эффективности я буду использовать баллы. 0 баллов камуфляж работает слабо. 1 балл камуфляж работает более-менее нормально. И 2 балла камуфляж работает хорошо. И, пожалуй, в этот раз я возьму карту побольше. Итак, тайга. Преобладание хвойных вечно зеленых и не очень пород деревьев. Закрытые темные леса. В летний период более зеленый FG будет работать тут получше, чем более серый мох. Однако и последний, хоть и светлее, в целом будет работать неплохо. FG 2 балла, мох 1 балл. В межсезонье, на мой взгляд, ситуация немного меняется. Зелени, понятное дело, становится меньше, поэтому FG будет работать хуже. А по поводу мха рискну предположить, что в этих местах в межсезонье будет работать хорошо. FG 1 балл, мох 2 балла. Смешанные широколиственные леса. Микс из лиственных и хвойных пород деревьев. Более открытые, насыщенно зеленые леса. Ситуация как с тайгой аналогичная. FG летний период будет работать лучше. Серые оттенки мха в этом случае мы явно в минус. FG 2 балла, мох 1 балл. В межсезонье FG будет чувствовать себя явно не очень. За исключением, наверное, более зеленых мая и сентября. Мох же, в свою очередь, полностью тянет весну. А вот с осенью у него дела так себе. FG 0 баллов, мох 1 балл. Степи. Открытый простор с минимум лесов и рано желтеющей травой. А насчет камуфляжа песня та же. Степь — это, так скажем, более светлая зона, нежели тайга. Но куча оттенков FG помогает ему и здесь. А сероватый мох, хоть и светлый, но с желтоватой травой и насыщенной зеленью все равно толком подружиться не может. FG 2 балла, мох 1 балл. А когда трава полностью пожелтеет и опадут все листья, FG станет грустно. А мху будет немного получше. FG 0 баллов, мох 1 балл. Пустыни и полупустыни. Сухая почва, пески, верблюды, мелкие кустарники. И как по мне, эти двое тут не в тему. Причем что и летом, что и в межсезонье. Оба по нулям. Не, ну теоретически какой-нибудь росгвардейский мох или наш сегодняшний гость ольха что-нибудь-то и смогут. А эти двое вряд ли. Горы. Или горные области высотной поясности. Напомню, что в данном случае в зависимости от температуры на различных участках высоты будет преобладать и разная растительность или вообще ее отсутствие. Это в свою очередь также зависит от типов и видов гор. Так что здесь я дам ничью. Тундра. Минимум деревьев, сплошные мхи или шайники. И олени. Так как я ни разу не был в тундре, мне здесь довольно сложно распределить баллы. Но что-то мне подсказывает, что можно воспользоваться старой схемой. Поэтому в летний период FG 2 балла, мох 1 балл. По поводу межсезонья, судя по информации из интернета, в этот период в тундре преобладают желтые и коричневые оттенки, местами переходящие в красный. Наши герои в таких местах будут чувствовать себя неуютно. Оба по нулям. И последние две зоны, о которых хотелось бы упомянуть,
причем довольно экзотические, в которых я также, к сожалению, ни разу не был. Это саванны и редколесья и влажные экваториальные леса. В саванне, наверное, так же жарко, как и в пустыне, но растительности там гораздо больше. Причем встречаются как и довольно засушливые области, так и насыщенные зеленью. Поэтому, думаю, нашим героям тут можно поставить по 1 баллу. Влажные экваториальные леса или просто джунгли. Вечно зеленые, очень густые леса. Отвечаю, ЕМР бы здесь всех уделал. А так, более зеленый здесь, конечно, решает. Поэтому, думаю, FG 2 балла, а мох 1 балл. Итак, в итоге по баллам у нас получается FG 14 баллов, а мох 12 баллов. Что в итоге? Камуфляж Atax FG – это хороший камуфляж для летнего периода, но, наверное, в любой лесистой местности на планете. Но при этом не универсальный. Главная его фишка – это количество оттенков. Сам же рисунок камуфляжа больше выступает как некая система, благодаря которой удалось собрать такое количество оттенков. Отечественный аналог под названием мох с виду похож на оригинал, но на самом деле имеет ощутимое отличие, а именно разность оттенков. У мха более светлые серые оттенки, что делает его более универсальным по сравнению с оригиналом. При этом нет какого-то золотого стандарта этих камуфляжей. Разные производители создают камуфляж на свой вкус, добавляя то более светлые, то более темные оттенки. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на YouTube канал, на Рутуб канал и на всякий случай на Telegram канал. Всем спасибо за внимание. Пока.